Израиль. Тропа Швиль-Израэль. Поход по национальной тропе Израиля стал очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. Тропа идет на юг через эвкалиптовую рощу на восточном берегу Тивериадского озера. Сверху его видно целиком. Озеро не очень большое, однако это крупнейший пресноводный водоем Израиля. Воду из него используют как для питья, так и для орошения. Ее по сложной системе труб и трубок подают к корням каждого отдельного дерева. Ердинит — это место, где река Иордан выходит из Тивериадского озера. Здесь происходит символический обряд крещения верующих греческой православной церкви и католиков. Место крещения Иисуса Христа упоминается в Евангелии как Вифавара. Оно, как полагают ученые, находится вблизи Каср-эль-Яхуд, в 4 километрах от впадения реки Иордан в Мертвое море, в пограничной зоне между Израилем и Иорданией. Доступ туда затруднен, поэтому, начиная с 1981 года, обряд крещения проходит в Ердините. Место крещения огорожено забором и охраняется. Но всего лишь в 100 метрах от него можно поставить палатку и переночевать прямо на берегу. А утром, перед началом нового походного дня, обязательно окунуться в священные воды реки Иордан. Здесь хочется задержаться подольше. Кажется, сама природа на этом настаивает. Она сама дает повод немного отложить выход в путь. Тропа идет по ущелью Нахаль-Евнель в сторону Назарета. How's your hiking? Yeah. На подъеме догоняют Эзра и Йордан. Они также идут по Швиль-Израэль и уже не раз пересекались с Валерием Шаниным. Yes. We use the tent to cover ourselves. That's a good idea. Последний взгляд на Тивериадское озеро. Перевал. Впереди уже видна гора Фавор, место преображения Иисуса Христа. В поселке Кфар-Киш есть место для кемпинга. Самое замечательное в нем — вид на гору Фавор. Гора высотой 580 метров, одиноко стоящая посреди Издрелонской долины, неоднократно упоминается в Библии. Во времена Ветхого Завета она стояла на границе между наделами колен Завулона на западе, Иссахара на юго-востоке и Нефалима на севере. В Новом Завете гора Фавор фигурирует как место преображения Господня.
Первую церковь на месте, где и произошло описанное событие, построили уже в IV веке. Позднее она неоднократно разрушалась и восстанавливалась. Ныне здание относится к середине 20-х годов прошлого века. Тропа спускается с горы к поселку Шибли. И почти сразу же за ним начинается длинный подъем на заросшую сосновым лесом гору Дебора. Весной здесь цветут ирисы, а осенью в разгаре сбор оливок. Тропа проходит по окраине городка Назарет и входит в заповедный лес Зиппари. И здесь история оставила явные следы. До сих пор плодоносят древние оливковые деревья. Повсюду встречаются камни со следами обработки. Пересекаем шоссе номер 77. Проходим через эвкалиптовую рощу. Затем сосновый бор. И Wow. вновь встреча со старым знакомым. Nice to see you again. Первый супермаркет за несколько дней пути встретился в арабской деревне. Владелец магазина гостеприимно встречает пешеходов. Как, впрочем, это делают все, кто попадается на пути. И израильтяне, и арабы. Yeah. Nice. Nice place. Having you. So you are, it's a pilgrimage trip or something like this? Yeah, yeah. Yeah. Nice, very nice. You're welcome. Okay. Have a nice day. Yeah. You too. Thank you. В источнике Эйн-Ивка есть вода. Пить ее сырой не стоит. Дров для костра здесь нет, но у любого, кто идет по тропе Швиль-Израэль, в рюкзаке обязательно с собой газовая горелка. С помощью нехитрой технологии вода закипает быстрее. Йордан объясняет, почему на источнике так много отдыхающих. Недавно был праздник Суккот. После него целую неделю народ отдыхает и путешествует по стране. Это величественное здание называется Таханат Хенезерим, или монашеская мельница. Во времена Османской империи в ней действительно делали муку. Before 20 years ago, all the nuclear from the gas station. Йордан рассказывает, еще 20 лет назад в эту реку сбрасывали ядерные отходы. Тропа проходит через поселок Исфия на окраине Хайфы. До центра города идет автобус. Хайфа — город не исторический, а портовый.
Из достопримечательностей здесь только сады Бахаи, но в них вход закрыт. Лучше вернуться назад на тропу. В декабре 2010 года пожар уничтожил большую часть лесов